Друзья, всем привет! Мы в Алании. Доброе теплое утро вам с нашего курортного города. Сегодня мы направляемся на рынок, где продают фрукты. В октябре фрукты в ассортименте. Вот я иду, передо мной дерево уже с мандаринами такими желтыми. И сейчас мы хотим попасть на рынок фруктов. Вообще ситуация с рынками, с базарами здесь своеобразная. Здесь нет постоянно действующего базара, здесь рынки кочующие, то есть есть расписание, и согласно этому расписанию действуют рынки в каждом районе в разные дни. Жители знают, в какой день у них сегодня базар, здесь или там. Сегодня базар рядом с нашим районом, мы идем уже по району Оба. Здесь дешевые вообще, здесь дешевле жить, чем в центре. И мы сейчас от берега где-то, наверное, километр от берега. Здесь небольшие домики. Здесь квартиры снимать намного дешевле, чем в центре. Ну и выглядят они, конечно, попроще. Здесь очень много европейцев просто живут и снимают квартиры прям на длительный срок. Смотрите, как он выглядит. Он выглядит как обычный совершенно район, не туристический. Сейчас я вам покажу. Если пройти прямо, наверное, где-то метров 800, то будет пляж. Такие здесь домики. Это уже совсем другой уровень отдыха. Он намного проще, намного спокойнее. Здесь такие 4-этажки. Цены в кафе тоже уже значительно ниже. Вот, и мы сейчас идем на базар и посмотрим, какие фрукты можно будет прикупить в октябре. 10 утра. Здесь прибираются в парке. Тоже в каждом районе есть свой парк. А вот Кумхуриет парк, то есть это все равно относится к нашему району. Он такой зеленый, с детской площадкой. Есть чистый. Деревья все стриженные, скамеечки. То есть это прям в жилом комплексе находится парк. Он такой вот, уютный. Вот возле парка стоит дом. Здесь на 4 этаже как раз продается квартира. Есть телефон. Очень чистый район и совсем недалеко от моря. Но пляж здесь такой же, как у нас, может быть, даже чуть-чуть хуже. Тоже с плитами. И вот такой вот район. 4-этажки, 5-этажки. Здесь нет новостроек. И такой прям жилой. Здесь, смотрите, на 1 этаже тоже for sale. Это вторичное жилье, я так понимаю. Но внешне он очень даже аккуратный дом. То есть, если походить по району, можно поискать квартиры для покупки. Вот как я ранее говорила в выпусках, здесь практически в каждом районе есть своя мечеть. Она выглядит таким образом, они все похожи. И здесь очень неплохой район. Много квартир продается. Он спокойный, здесь прям школа рядом. Но зелени, правда, маловато. То есть есть участки, где есть парки. При домах есть свои бассейны. Ну, вот такой. С одной стороны, кажется, что это вторичка, а с другой стороны, кажется, что это новостройки. Смотрите, да, как будто они новые. И также вот продаются наверху большие 4+1, 2+1, 1+1. Разные квартиры, видимо, в этом комплексе. Посмотрите, тут мечеть, и она для женщин. Здесь прям написано. У них делится женщины, мужчины. Может, целиком она. Да, нет, для мужчин отдельно, для женщин отдельно зал.
Прям у района. Внутри района. Мы движемся дальше. Таким образом выглядит ЖЭК посреди района. Здесь можно за все заплатить. И вот такой вот райончик небольшой. Не знаю точно, может быть, он и застроен недавно, но все равно как будто это вторичка. Как будто это не новостройки. Но жителей очень много, и все разговаривают, ну, большая часть, то есть нам встречаются, подсказывают, где базар, на русском разговаривают. И посмотрите, сколько мандаринов прям на улице. Очень много мандаринов. Мы идем дальше. Мы прошли минут 20, и вот такой вот базар перед нами образовался. Гранаты 5 лир, это меньше доллара. То есть доллара у нас 8,8, ну 9 давайте считать. Здесь есть хурма, мандарины, хурма вот 8 лир, 1 доллар. Это манго, да? Манго. Смотри, манго. 15 лир. Это 3 доллара, да, где-то? Ну, Ширин? Ширин? Вот мы вспоминаем наш узбекский язык. Ну, мандаринов тут, ребятки. Бананы здесь вкусные. Смотри, бананы здесь особенные. Да. Большие такие. Прикольно. 1 килограмм, 10 лир, это чуть больше доллара. Доллара 2. Яблоки. Все сидят. Ой, вот здесь что-то. Что-то это, я не знаю, что это такое. А, это знаешь что? Как это у нас есть дерево такое? Я забыла, как это называется. Вот the name. Ой, не знаю. Но у нас точно такое есть. Надо же. Гранаты. And then we come back. Смотрите. Вот гранат он такой. Попробовать, что ли? Угу. Он кисло-сладкий. У нас даже вкуснее. Хурма вовсю, посмотри. Хурма здесь уже вообще, она как будто... Так, маски одели. Кто-то кашляет. Хурма готовая. Уже в продаже. Это оливки. Оливки, зелень. Посмотрим, насколько он. Персики. Смотрите, персики продаются за 7. Hello. За 7 лир. Это тоже меньше. Меньше доллара, да? Да, это... То есть здесь фрукты все, они меньше доллара стоят. Ой, посмотри, как это мандарины, они так пахнут. Смотри, все мандарины разные. Есть большие, есть мелкие. Ты чувствуешь запах? Да. Манго. Манго я, кстати, не знаю, что с ним делать. Может, возьмем одну, попробуем? Вот это вот прям она классная. Мы назад будем идти, возьмем маленькие бананчики. Да, попробуем? Ой, баклажаны. Баклажаны здесь 4 лиры, это вообще меньше доллара. 2 раза, 50 центов. 50 центов, правильно. Здесь тоже хурма разная, мелкая. Я хочу ягоды. Вот ягоды, по-моему, или что здесь? Или это оливки? Оливки продаются вот таким образом. 10 лир. Ты уверен, что это оливки? Это, по-моему, виноград. Нет. Оливки? Олива. This is олива. Олива. Да, по-моему. Ну, похоже, веточки похожи на оливки. Вот. Маслины, оливки. А, это то, что у нас было, да? Гранат. Гранат здесь тоже есть. Арабский гранат. Это тоже, по-моему, оливки. This is олива too. А, вот, Олива? смотри. Да. Смотри, вот здесь они замаринованные уже. А, это можно кушать? Попробовать? Да. Можно, да? Сейчас попробуем.
Паш, по-моему, тебе не понравится, похоже на елку. Не надо? Ну попробуй. Не, я не буду. Попробуйте. Не, попробуй. Ну, пожалуйста, попробуй, что-то я тебе зря сказала. Ну, это надо попробовать. Не-не-не. Ну, пожалуйста. Ой, такой вкус у него сладко-кисло-сладкий. Паш, ну попробуй, пожалуйста. Мне интересно, что ты скажешь про этот торт. Я потому что похожа на хвою. Чё это? Ой, смотри. А здесь готовят... Как это называется? Вначале неприятное, а потом приятно. На что похоже? Ой, как вкусно пахнет. Даже не могу объяснить. Елка, а потом что-то. Это самая вкусная еда турецкая. Она с начинкой. Забыла, как называется. Ну вот они пекут здесь, на печи. Я же знала, я забыла. Самое вкусное, что есть. Можно будет на обратном пути пойти взять. Шоколадом. What is the name? Gözlama. Все. Gözlama. Здесь посмотрите, сколько разных маслин таких. Вот этот перчик наш любимый. Можно будет потом перед отъездом взять его. Hello. Здесь маслин каких хотите, но они свежие, то есть они еще не маринованные. Помидоры. Ну что ты скажешь? Ты маслину взял? И что, она невкусная? Зеленая. И что, на какое, на что похоже? Короче, зеленые маслины это не это. Похоже на зеленые. На зеленый вишню, наверное. Что, кислая такая? Горькая. Вот здесь есть, смотри, шиповник. Шиповник, кстати, здесь стоит 20 лир, но это дорого, да? $2 килограмм шиповника. Вот смотри, лучок какой маленький. Лучок? Ой, да, мелкий лук. Пьёс? Лупиёс? Значит, Да, 15 лир. Может, это для засолки, тоже мариновки. Ну вот мы идем дальше. Здесь гранатовый соус. Мед, смотрите, какой он. Мед. Biber. Да. Acı. Горечь. Аджик. Вот здесь, как у нас, есть вот эти фисташки, орехи. Ну, я вам скажу, это интересно. Виноград. Смотрите, какой виноград. Виноград классный, фасоль. Яйца. Яйца у нас стоят тоже тавук 1,25. Это лир, да? Это получается совсем... это 10 центов? Давай так. 10 центов это наш... 1000 сом. 1000 сом яйца. 1200. Кукуруза. Так. Я не знала, куда. Так, тыквы. Ну, твои любимые. Яблочки. Вот здесь есть боярка. Так, ну основное, значит, бананы, помидоры, огурцы, фасоль, мандарины. Помидоры сказала. Но помидоры светлые, видишь? Яйца, яблоки, орехи. Вот это я не знаю, что это. Картошка, что ли? Не знаю, что это такое. Кто знает, пишите. Вот это, по-моему, Апельсины. Грейпфрут. грейпфрут мелкий. 5 лир стоит. Смотри, какие манго большие. Я думаю, это не манго. Не манго? Ну, персики крутые, но они невкусные. Вот у нас в отеле они вообще невкусные. Вот это я тоже не знаю, что это. Это похоже на наши эти... Я забыла, как называется. Унаби. Унаби есть такая штука. Может, это финик? Не, это не финик.
Ребят, кто знает, пишите. Я не знаю, что это такое. Названия тоже нету. Мандарины 3,53. Это Да. $4. Нет, что? 40 центов. 40 40 центов килограмм. Мираба. What is this? What is this? Куляп. It is for eat? For eat? Fruit? Попробовать? Ну-ка я попробую, давайте. Одну штучку. Ну-ка попробуй. Ну почему я? Пробуй. На что похоже? Но, по-моему, это... Похоже на наш? Зеленый финик. Не финик. Зеленый финик. Унаби это. Это как... Но вкусно. У нас есть такое, да. Причем он не сухой. У нас есть такой тоже фрукт. Так, здесь уже овощи. Мне нравится. Он тоже на перевале продается. Я забыла, как называется. Здесь у нас орехи земляные. Крупные. Дальше опять у нас оливки на базаре. Ой, посмотри, для гранатового сока. Подержи, пожалуйста. Для гранатового сока здесь выжималки. Dальше Miraба. Şu esmere bir bakın. Şu Oo. esmer ne diyor efendim? Hep Да. sarışına bakıyorsun. Şu esmer. Виноградик. 10 лир, $1. O içine. 200 и кьюс, по-моему, лир, $20. Ne kadar bu arabalar? Люди покупают вот гранаты. Чтобы купить гранат, его взвешивают, потом открывают. Может, девочки попросили, чтобы его открыли. И вот, чтобы он показывает, что он... Да, просит его разрезать и покушать. Вот, смотрите, какие. Пробуй. Kesiyoruz efendim. Bakınız içine. Ne çıkacak içinden? Bakınız. Ой, какой вкусный. Oo. Целый, что вкусный гранат. Да. Получается, 1 кило 6 лир. Одна штука, наверное, 2 лиры. 70 центов. Да? Килограмм 70 центов. Один добавляй к восьмерке. Угу. Это 90. А сколько стоит выжималка? $20. $20, я так сказала. Ну-ка, Buyurunuz. виноградик попробуем. Yarasın. 2 lira. Buyurun Паша, eniştem. виноград бомбовский. Şöyle sağlam poşetim var. buyurun. Сладкий-сладкий. Что, возьмем? Одну маленькую. Давай обратно. Ну, давай. Зайдем налегке. Вот такую возьми одну. Давай назад. Назад? Все возьмем. Ну, ладно, все. Çok teşekkür ettim. Съемку Всё. делаешь. Все, мы вернемся. Сейчас у нас здесь дальше. Опять же маслины, оливки. Их продают в таких контейнерах. Дальше баклажаны. Маленькие помидоры 15 лир, но это 1,5. Видимо, может быть. Что дальше? А, это черчхела. Не знаю, местная черчхела, думаешь? Ну, дальше. Скорее. Здесь у нас инжир, сухофрукты. Какие хочешь. Ну вот этот виноград зеленый, он очень вкусный, Паш. Сушеный питомник. Сладкий-сладкий. Сушеный тутовник? Ну, у нас тоже есть сушеный тутовник. Я пытаюсь вспомнить, как все-таки называется. Нет. Как Джуда? называется? Джуда? Что это такое джуда у нас? Как-то называется эти. То, что мы попробовали с тобой? Забыла. Buyurun. Это не финики, это как-то по-другому называется у нас. Но у нас они сухие всегда. Ну, унаби, да? Ну-ка набери в интернет. А, интернета нет у нас. Ну, ладно. Я тут. Помидоры. Ой, посмотрите, пришли наконец к арбузам. К арбузам пришли, пахнет арбуз. Арбузы продаются дольками. 3 лира. Кило, да? Или одна штука? Кило, да? 3 лиры. Так, 5 лир дыньки. Вот гранаты тоже разные. Вот, смотри. Вот эти тоже. Я их видела, но я не знаю, как они называются.
Здесь делают сразу сок гранатовый. Клубника. Ну, наконец. Вот она клубника. Но клубника, знаете, такая она. Она жесткая. Она ароматная, но она не сладкая. Мы вчера ели. Вот эти красивые дракончики, как они. Да, я тоже не помню, как она называется, но я помню, что... Вот она, как выглядит этот фрукт изнутри. Персики, груши, клубника, видите, 13 лир. А мы вчера за сколько покупали? За 20 лир, да, по-моему? 15 лир килограмм. Это где-то $1,5 Туристы здесь, русскоговорящие. Вот виноград, как у нас, 10 лир стоит. Вот этот очень вкусный виноград. Но у нас он стоит 1050, да? Может, сок выпьем? Гранат. Сейчас, давай на обратном пути. Теперь Сейчас так. вернемся. Come back. Специи. Да. Вот. Специи какие есть? Ну, специи, мне кажется, не очень похожи с местными узбекскими специями. Да. Зра. Chicken mix, карри. Есть, да? Кумин. А, вот называется зира, да? Также начинает. Чеснок. Что, вкусно пахнет? Да, но у нас душистый. Душисти? Ну, я вам скажу, что базар очень-очень большой. Фисташки. Ну, орехи уже подороже. 120 лир, 120 лир. Это где-то по $15, по 150 тысяч. Пошли дальше. Дальше идет молочка. Опять же гранатовый сок. 50. Ну, то есть здесь он делается прям, выжимается. И можно его пить. Ну и наши оливки, маслины вот в таких баллонах продаются. А вот здесь, смотри, их сколько. Ого-го. Отсюда можно будет домой взять, да? Здесь разные. По 30 лир, по 30 лир, 20 лир. Ну, интересно. Хотя, наверное, в чемодане только в упаковке пропустят. Дальше мы смотрим. Чеснок, тыква. Лимоны так себе, я вам скажу. Лимоны Evet, limonlar. не такие красивые, как у нас. Elmalar. Но виноград слаще, очень сладкий. Вот маленькие помидорки 10 лир стоят. Но вкусный тут виноград. Еще раз сказал. На Гизлимем мы вернемся. Там на базаре. Лук, картошка. Опять же, чурчхела, соусы. Вот такой вот у нас рынок. Семечки. Тут я не знаю, что это. А, это инжир. Видишь, он так сделан. Прессованный. Прессованный инжир. Прям здесь семечки готовят. А, вот. Да, жарят семечки. Посмотрите, какая машинка. И раз. Несколько тазов. Попробуем семечки? Горячие, да? Вкусные. Вкусные. Я первый раз, кстати, вижу, как жарятся семечки. Там и солятся они, и сразу. Все остальные процессы. А, этот рахатулкум, да? Сколько он здесь стоит, не видишь? Нет. Ценник. Скоро торговаться. Торговаться? Да? Ну, дешевле, чем в магазине. В магазине стоит здесь 70. Ну, Ой, за да, 60 да, можно да. сторговаться. Почти в 2 раза. Да, да. Супер. Придем. Опять же, в долларах. Ну да. В долларах можно торговаться. То есть в долларах, В долларах лучше, да? 7. Да. Окей. А здесь идет базар один день в неделю, да? Понедельник, чуть-чуть подальше. Папа, да. Ну, мы, когда у нас понедельник, да, еще есть свободный? Сейчас, по-моему, нет смысла брать. Не знаю даже, может быть и есть. Да?
Лукумчик. Ну да, в 2 раза дешевле. Вот еще семечки. Хочу вам показать, как здесь выглядит творог. Он вот такими. Оу. Закрывают ребята от солнца молочку. Он Типа здесь, курта. да, он здесь типа курта. Он здесь неоднородный. Ой, смотри, какая свежая халва. Ой, вот это я прям хочу. Халва. Тыква. Сладенькая, желтенькая. Я, честно говоря, первый раз увидела, что маслины продаются. Я первый раз увидела, что маслины продаются таким образом. Просто в ящиках. И я вижу инжир, который очень-очень люблю. Мы, наверное, его тоже возьмем на обратном пути. 30 лир инжир. Клубника, персик. 5 лир, сдача. Да? Дальше уже получается вещевой рынок. Да. А туда овощной рынок. Вещевой, овощной. Ну и смотрите, сколько клубники. Здесь прям клубничный рай. $15 лир. Это где-то $1,5. Она крупная. Пашина душа не выдержала. Сок хочешь? Сколько стоит? 5 лир. Спасибо. Вот такой вот гранатовый сок нам сделали только что. Как отличается Да. от ташкентского? Да. Слаще, кислее? Он какой-то насыщенный как будто. Да. Ну-ка, давай сейчас попробуем. Как будто концентрированный. Гранаты другие, у нас слаще и водянистее. Здесь они концентрированные. По-моему, ты сейчас допьешь, потому что он очень кислый для меня. Для меня тоже. Ух, ладно, пошли. Дальше. Я возьму с собой сачок. Мы пришли в магазин игрушек. Смотрите, тут какая штука. Крутой. Человек-паук. Сейчас будет стрелять. Да. Это получается $14, да? Вот они, смотрите тут. Целая армия. Бэтмен. Вот здесь очередь за клубникой. Очередь за клубникой, и она очень ароматная. По отношению к другой, которая была, здесь прям ароматная. Там есть как раз инжир и клубника. Клубника 15 лир, а инжир... Дай-ка я хочу инжир. Да. Инжир есть. Такой зеленый. Самый вкусный. Тоже 15 лир. И вон черный, 30 лир. Сейчас возьмем. На 10 лир, да, возьмем? На 10 лир. How much? 20 lira. 20 лир. Все, 18 лир у нас получилось. Это где-то $2. Мы взяли полкило клубники и 6 инжир. Сразу варят, смотрите, кукурузу здесь, на базаре. И вот продают ее. И покажи, как продают арбузы. То есть арбуз можно купить вот такой долькой.
и попробовать. А вон манго, смотри. Там прикольно. Манго, смотри, и делают уже в лиму. Вот это хороший. Это хороший манго. 10 lira tane. 3 tane de. А, 3 tane. 10 лир возьмем. Ты хочешь попробовать? Смотрите, это все, что мы едим в отеле. Вот эти перчики острые, маслины, какие хотите, разные разновидности, и большие, здрасте, и маленькие, 28 и 30 лир. То есть, чего здесь только нет. Кто любит маслины, пишите, какие любите. Здесь вообще крупные, вкусные. Друзья, смотрите, сколько разных маслин и оливок. И они даже разного цвета. Первый раз такие вижу. Может, они крашеные? Мне кажется, они крашеные. Вот такая красота. Смотрите, оказывается, это свеклой покрашено. Свекольный сок. А здесь черника. За фото он хочет у меня 5 лир, чтобы просто я поснимала. Но очень здесь вкусно у него. Прям очень-очень-очень. Красавчик. Вот мы вернулись к Лукуму. А я руки попшикала, да, спирту? Да. Мы вернулись к Лукуму. Хотим взять все-таки коробочку. Очень вкусно. Ну да. Многие, знаете, люди, вот здороваешься с ними. Ну, кто услышал, кто не услышал. Вот одни говорят, здравствуйте, будьте. Вот спасибо. Ну, пожалуйста, все, нет проблем. А другая. Мы за вас рады, говорим. Вот смотрите, вот это упакованное, это местных производителей, разных компаний. То есть, что вот это вы сами делаете. Все понятно. Так, нам с орешками больше. Они все с орешками. Вот крайняя, там с апельсином, да, по-моему, идет? Манго, апельсина, ну как. Давайте. С апельсином. Я думаю, класть, да, потому что... Вот это, да. Давайте, да. Да, на 2. На 2 делим. Попробуй, Пашуль. Я уже что-то переела, по-моему. Да. А получается, базар он кочует, да? Сегодня здесь, завтра там. Потому что конкуренция магазинам, и мы там не родные. Да. Это что? Киви. Это вкусно. Давайте, киви, давайте. Мы думали, уйдем налегке, а мы ушли с сумками. Паш, ну скажи свое возмущение. Насколько мы набрали сладостей?
Ну, на $40. На $40 сладостей. Сколько килограмм-то? 3,5, наверное. 3,5 килограмма. Даже больше. Ну, а по-другому не получается. Надо везти подарки. Надо. Надо? Повезем сладости. Они очень вкусные, свежие. Так что все наши знакомые, кто любит Рахат Лукум, приходите в гости. Это Рахат Лукум был? Да? А как по-другому? Рахат Лукум. Приходите к нам в гости, когда мы приедем. А когда мы приедем, пока не знаем. Но лукум купили. Потому что базар не всегда рядом с нашим районом. И нам пришлось купить сегодня. Потому что потом будет базар еще дальше. И нам будет уже некомфортно отрываться от моря и снова идти на базар. Поэтому купили сегодня все. Если вам понравился мой выпуск, ставьте лайки, подписывайтесь. Обязательно делитесь моими видео. И мы будем дальше путешествовать с вами по Турции. Пока-пока!